Привет, девчонки, меня зовут Инна. Буду сегодня делать наращивание на верхние арочные формы миндаль. Покупала я их на Валберес, были у меня в прошлой распаковке. В этом наборе два вида форм. Снимаю старое покрытие. Здесь у меня был градиент на акриловой пудре. Гель-лаком Розалинт я делала. И ногти у меня нарощены полигелем Розалинт. Все отлично относилось. И у топа даже блеск почти не затерся. Подбираю верхнюю форму по размеру. Беру чуть больше. Смотрю, чтобы и для материала было место, и нижние параллели были закрыты. Два ноготочка я уже нарастила, снимаю верхнюю форму. Буду делать аквариум из ракушечника и все, что у меня есть и давно лежит. Сделала отметки, отметила кончик свободного края и желаемую длину маркером. Прозрачным гелем промазываю тонкий слой внутри формы, чтобы уложить туда всякий разный декор, чтобы он прилип. Беру ракушку, сломаю ее. Эти ракушки то как-то хорошо ломаются, то их невозможно сломать, но я все-таки сломала. Раскрошила ее прям внутри формы. Ногти у меня будут все в сиренево-фиолетовых цветах. Хлопья юки добавляю туда, куда мне хочется. И чем мне нравится этот дизайн аквариум? Тем, что на каждом ноготке получилось у меня по-разному и одинаково вряд ли получится. Каждый ноготь будет по-своему красив, каждый из них можно будет рассматривать. Здесь я добавляю шестигранники и блестки там мелкие. В баночке они у меня яркие, но на типсах они не такие яркие. Возьму еще несколько кусочков фиолетовой потали и также прилеплю ее туда, куда мне хочется. Гель я пока не сушила, и вот на мокрый, не просушенный гель креплю весь этот декор. И так получается, можно вообще все, что угодно напихать в аквариум, и будет красиво. Проверяю, смотрю то, что у меня получается, прикладываю к ноготку, чтобы посмотреть примерно, как это будет. Отправила в лампу подсушить. Здесь я на среднем посмотрела, что у меня не хватает немного нижней параллели, поэтому просто прозрачным гелем промазываю тонкую полоску, ниточку, отправляю в лампу. На кончике у меня будет красивый полигель с шиммером Белен. Покупала я его на Алиэкспресс давно и до сих пор никуда не использовала, по-моему. Апельсиновую палочку смачиваю в жидкость для полигеля. Полигель красивый, но вот к апельсиновой палочке он у меня прилипает. Приходилось мне смачивать апельсиновую палочку часто. На кончике разравниваю полигель. А у кутикулы ложи будет у меня другого цвета полигель. Кистью подровняю, отправлю в лампу просушить. Просушила. Здесь наношу термополигель. Он такой молочный с розовинкой. На улице этот термополигель немного меняет цвет. И кисти он, ни кисти, ни к апельсиновой палочке он так сильно не лип, как тот, который с блестками полигель.
разглаживаю его, немного стягиваю на полигель с шиммером. Стараюсь выгладить с внутренней стороны, чтобы мне там пилить было меньше. Лучше бы, конечно, чтобы вообще ничего не пилить. Тут у меня кисть сломалась. Эта кисть у меня давно уже, и они все выпадают из патрона. Надо их приклеить, но у меня все, руки никак не дойдут. Прикладываю форму под наклоном сначала у кутикулы и чуть-чуть прижимаю. Сильно стараюсь не нажимать, чтобы не выдавить полигель. Чуть-чуть прихвачу у кутикулы фонариком, чтобы форма не съезжала. И поправлю с внутренней стороны. Отправила в лампу просушить, снимаю форму. И вот такие красавцы у меня получились. Сняла липкий слой. Фрезой уберу по контуру ступеньку. Где нужно, с внутренней стороны тоже уберу фрезой. Но с внутренней стороны мне пришлось попилить совсем немного, там, где в основном я добавляла нижнюю параллель, которой у меня не хватило, я прозрачным гелем достраивала, и пришлось вот этот вот бортик с внутренней стороны подровнять. А под самым ногтем я разровняла кистью хорошо, так что там мне не пришлось пилить. Большой ноготь я сделала за несколько дней до этого и уже походила с ним. Форма красивая, сам дизайн тоже красивый, мне нравится. Но форма, конечно, для меня новая, я такую себе не делала. Непривычная, но красиво, мне нравится. У кого есть такие формы, напишите свое мнение. Если вы уже наращивали, напишите, как вам эти формы. И делали ли вы потом коррекцию? Мы тут с девочками в Инстаграм уже пообщались по поводу этой формы. Девочки мне говорят, что коррекцию на них не сделать, потому что ногти получатся взлетными. Но я вот все-таки хочу потом попробовать сделать коррекцию. Не знаю, получится ли у меня. Опиливаю пилкой, убираю длину, подравниваю. С боков уберу пилкой. И чуть-чуть у кутикулы пройдусь аккуратно. Кутикулу я уже срезала до того. Потому что не хотела сразу, думала не доводить полигель до кутикулы, чтобы там не пилить. Но попилить там все равно пришлось немножко ступеньку эту, совсем чуть-чуть. Равняю сначала нижнюю параллель, чтобы она была ровная, а потом уже буду кончик опиливать. Давно у меня не было таких длинных ногтей. Мне нравится то, что у меня получилось. А если коррекцию сделать не получится, то тогда сделаю перенаращивание, сделаю наращивание на формы балерина. Ну и такую форму руками, конечно, бы я сама не выпилила. Я даже и не пробовала вообще ни разу такую форму. А здесь на верхних формах получается, ну вот по контуру убрать с внутренней стороны, если есть ступенька. А поверхность уже готовая. Сама бы я такие, конечно же, не выпилила. Долго они лежали у меня в корзине на AliExpress. Думала, нужны они мне или нет, и вот все-таки решила заказать. Заказала на Wildberries. На Wildberries увидела, поэтому заказала. На AliExpress, наверное, так бы и не заказала. Поверхность я обезжирила
Прошлась бафиком и наношу теперь еще акварельные капли. Одни просто цветные капли и вторые серебристые. Наношу туда, куда мне хочется, где вот есть у меня какие-то просветы, пробелы. Стараюсь их заполнить. У кутикулы я нанесла тонкий слой базы, но этого вам не показала. Я базу туда наносила, но во время опила все равно где-то я ее зацепила пилкой и сняла, поэтому прошлась еще раз. Тонкий слой нанесла. Вот что у меня получилось. Дала акварельным каплям подсохнуть. Перекрываю топом без липкого слоя, и все, мои ноготочки готовы. С внутренней стороны я не стала покрывать топом, оставила так, как есть. Если бы у меня там было видно блестяшки всякие разные, то я бы тоже перекрыла с внутренней стороны топом, и тогда блестяшки еще больше сияют, когда их перекрываешь с внутренней стороны топом. Ну, тут у меня не видно блесток, поэтому я не стала с внутренней стороны покрывать топом. Ну и вот результат моей работы. Нарастила я эти ногти быстро, результат мне нравится. Пишите, как вам. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.